Привет, подписчики, с вами снова Александр, и сегодня мы разберем видео по интереснейшему плагину для аккордов Ктулху. В интернете множество видео по этому плагину, но нигде не объясняется принцип его работы. Но здесь разбираются основы. Привет, ребята, приветствую, здесь со Стивом. Вы, наверное, знаете, он художник, владелец лейбла и программист. Образовательный координатор, консультант. И мы пригласили Стивена, чтобы показать совершенно новый плагин. Он упрощает процесс написания писем. Стив, вы можете нам рассказать об этом плагине? Да, этот плагин называется Ктулху, и я начал его пару лет назад. Я начал обдумывать концепции, что трудно иногда найти новые решения, возможности. Аккорды и с ритмом тоже, в частности. Как человек, который изучал классическое фортепиано, я брал много уроков, много лет. И я находил определенные шаблоны построения аккордов, прогрессии, арпеджио. Но мне даже тогда было очень трудно запомнить, если, допустим, мы играем одну вещь, потом сразу переключаемся на другую. И потом вдруг меня осенило, что можно назначить на одну клавишу аккорд и играть спонтанно различными аккордами одной клавишей. И я еще добавил немного собственной концепции и графику. Отсюда и название Ктулху является как бы многощупальцевым игроком, секретным оружием для придумывания интересных гармонических вещей. И это будет правильно в правилах фортепиано. Это упрощает процесс. Я очень рад тому, что это позволяет исследовать какие-то гармонические вещи. И это позволяет придумать различный материал, который будет вдохновлять вас. И это самая трудная часть музыки. Придумать то, что будет вам нравиться и будет дальше вдохновлять. Давайте придумаем гармонию, чтобы сделать это. Давайте начнем. Давайте поставим плагин. Возьмем хорал Баха. Вы также можете загрузить здесь собственный MIDI-файл. У вас есть 44 части гармонии здесь. Это происходит на базе тенор, альт, сопрано. 4 ноты одновременно. То есть вы нажимаете одну клавишу, и звучит эти 4 ноты. Давайте пойдем вперед, смаршрутизируем правильно. Да, давайте отправим это к другому инструменту. Теперь, когда вы нажмете, будет играть аккорд. So now let's find a couple of chords that might inspire us as the beginning, right? So I like that. Звучит очень музыкально, это уже почти музыка. Да. Прекрасно. Давайте немного отквантуем. Четыре такта мы получили петли. Послушаем. Эксперимент с вариациями очень хорош. Можно здесь переместить MIDI-ноты.
То есть вы можете делать тут все, что угодно. И все будет звучать музыкально. Это можно делать очень быстро. Вы должны только лишь его правильно маршрутизировать. То есть на Ктулху идет сигнал с вашей MIDI-клавиатуры, а от Ктулху плагина уже должен быть второй канал. И вы там выбираете другой инструмент, и там уже можно записать несколько нот. То есть ноты аккорда. Вы можете загрузить туда Massive, Silent или любой другой инструмент. What Ableton has here is this MIDI from area that shows up on any MIDI track. На любом MIDI-треке мы выбираем All In. What we've done here right before the video is we set, instead of receiving from all ins, we're receiving from a specific track. And it's this track 1 that contains Cthulhu. So we're selecting track 1, and then there's second rectangle that comes below, which is what from track 1 do we want this track to listen to? Do we want it to listen to post effects, which would just be the MIDI that's essentially coming into the track? Therefore, you'd only hear the single note. That's right. So we're not hearing Cthulhu itself. We'd just be hearing the single notes. Ну, мы тут делаем в обход, чтобы не слышать самого Ктулху, объясняет маршрутизацию Ableton. Finally, it's taking MIDI from the Cthulhu track, and then we've told it take MIDI from the Cthulhu plugin. At that point, you're done. The only other thing you'd want to do is turn monitor in. То есть мы можем как бы регулировать MIDI-ноты управляемого трека и сами аккорды записать. Если мы захотим, то есть записать аккорды, здесь рекорд и записываем. Нажимаем запись, играем, и он пишет уже аккорды. Пожалуйста. То есть с управляемого трека уже идут аккорды. Вы можете как бы делать сразу аккорды, или же вы можете вернуться к управляемому треку и поменять аккорд. А здесь уже его изменить. Не, ну вы представляете, ребята, это ваш гармонический рисунок. У вас есть уже множество информации, вы можете ее скопировать, нижние ноты в бас, верхние в пэд и так далее. Чередовать с двумя текстурами. Это основная строительная часть, фундамент любого трека. Вероятно, один из самых трудных вещей. Теперь давайте покажем немножечко фишек, арпеджиаторов и так далее. Давайте сделаем что-нибудь новое. Давайте сыграем какие-то постоянные аккорды, научим Ктулху. Он позволяет записать свои собственные аккорды и потом арпеджировать их. То есть мы здесь нажимаем Learn, обучение, и вы играете аккорды. Следующий. И еще один. Прекрасно. Learn нажимаем клавишу. Традиционно играет самую низкую ноту, следующую и так далее. И начинается снова с самой низкой ноты. Вы получаете шаблон. Можно сделать наоборот. Вниз. Вверх-вниз. Вниз-вверх. Повторяющиеся ноты.
inverse of that, starting with the high. Nice. Just consider the thumb. Every other note is the lowest note of the chord, and it's doing it up and down otherwise. Рандомайз. Highest note every other time. Okay, so Случайные ноты. so far this seems like a basic arpeggio. Any arpeggiator will do that, right? Pretty much, not all of them. But here's where the magic Здесь happens, просто right? Because происходит you can какое-то string these волшебство, patterns различные together into модели, different различные stuff. Maybe последовательности. let's add one more step and show people how you Давайте create добавим еще 2 or 3 несколько шагов. patterns of these, over a Две certain или number три of steps. модели. Absolutely. So one way here would be, a simple one would be, let's go up for the first half of this note, because we're changing notes every half bar, Yeah. and let's go down for the second half. Вот так вот мы поменяем, сделаем 8 частей. These are 16th notes. I could slow down the clock and just be using Yeah. 2 steps for this, but Got it. same idea here. So it starts going down here. If you want it to really reset, there is a sort of advanced trick. If you want it to really start over every time, What command did you do? there's an option click, Okay, cool. which just means that on this step, I want it on whatever step I select this on, I want the pattern to start over. So you could even if you had an up pattern go here, but you wanted it to start over here and here. Можно назначать something вот like такие that. стрелки, It's sort это of означает, one of the many по-моему, sort of повторение нот. pattern-based features that you can do with this arpeggiator. So you can get a lot of different rhythms out that way. Yeah, absolutely. And get your kind of custom. And of course you have I think it's maybe 8 of those variations available for you to То play есть with. какие-то That's right, so you варианты. can switch between different Не shapes on повторение different нот, а steps, варианты. have it reset optionally if you want on different steps. Чтобы разнообразить Nothing play on a certain одни и step те if же you want. паттерны. Have a mute. Либо можете сделать пропуск. Excellent. And then, so that's... But the fun doesn't stop there. Это Fun очень doesn't stop there. So these are удобно, just когда typical в моей shapes, and they're голове cool. есть какое-то But something that often арпеджио, happens for me when которое I'm thinking about an arpeggio in my звучит head is that определенно. I imagine a specific pattern. And it's a little abstract to deal with shapes. Because Я you're делаю thinking, шаблон и играю уже аккордами. Я направляю его в различные вверх-вниз. Thing. And so what I've done here on the bottom half of this step sequencer is to make it so you can explicitly choose steps of your chord. Вы можете это сделать в секвенсоре, то есть какая нота, когда самая низкая, высокая и так далее. Followed by the next note twice, followed by the third note of the chord twice, and then maybe the lowest note again and the third note again. Let's hear that. Right. То есть вы можете получить быстро то, что вы хотите. И если бы, допустим, вы делали это в MIDI-редакторе, вам нужно было копировать, там куда-то направлять, вставлять. Ктулху делает это быстро и по шаблону. Basically, the computer's not working for me as a tool to make my life easier. I feel like a slave to it because I'm copying the same pattern over and over, doing sort of a tedium. Я копирую этот шаблон снова и снова, это скучно. 1, 2, 2, 3, 3 of the notes. And the result is nice, but this is sort of a shortcut to be able to experiment with different things. And God forbid if I А здесь возможно экспериментировать с различными шаблонами. Я могу вернуться куда угодно, в любой аккорд. Могу добавить эксперимента, ну, что угодно. So what is the next layer of this now? So the next layer of Cthulhu is that you have these different tabs. So the tab that we're on now Следующий слой — это то, что у нас есть у Ктулху, различные вкладки. To output for a given step. So this is where you sort of pick. Random selection really goes in conjunction with note selection. So you could think before Cthulhu is fully committed to outputting step number 3, it can look to random, and random. Вы можете выделить определенную ноту и поднять рандомайз с глубины ноты, то есть независимо от того, что вы указали. И в каждом варианте будет звучать уже другая нота. Вы можете сделать как вверх, так и вниз. То есть это создает определенные вариации этой ноты. Сейчас 2 ноты.
Это отличный способ, чтобы продлить время. Now that all of you are wondering, where can I get this? Where do I go to get this plugin? Can you tell us? Yeah, so it's available on xferrecords.com, XFER. Здесь речь идет о том, где получить этот плагин, демо-версию, and LFO tool as well, all there for sale. And the contact form goes straight to me if you have any questions. So you get Steve Dуда support along ко мне с любыми вопросами. Awesome. Well, there you have it. Cthulhu, the new plugin by Steve Dуда. I'm very impressed by its ability to Я очень впечатлен способностью этого плагина, гармонические идеи, мелодические идеи. I think, again, as I stated in the beginning, it would take someone years of study to develop this harmonic chord progression vocabulary. Нужны просто годы, чтобы научиться этим гармоническим прогрессиям. А здесь одной клавишей вы можете играть целые произведения. Также от себя хочу заметить, что чтобы Ктулху работал, вам нужны как минимум в Samplitude 2 трека. Первый — это управляющий, то есть это тот, на который идет сигнал с MIDI-клавиатуры, и там звука не должно быть, он идет просто на Ктулху. А второй — это управляемый, это уже трек с MIDI-инструментом, с VST-инструментом, с которого сигнал должен от Ктулху поступать. И тогда у вас все будет играть, и на втором треке будут записываться аккорды, а на первом управляющие единичные ноты. Спасибо за просмотр, задавайте интересующие вас вопросы. Если вы хотите и можете помочь каналу, то внизу предоставлена информация. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих видео. До свидания.